Друзья, всем привет! Снова рад вас приветствовать в новом видео. Сейчас я нахожусь в городе Ульм. Немножко снега вам в ленту. Вот как мы едем. Это сейчас выставка. Также покажу, что здесь есть. Ожидал я большего, но тем не менее здесь также есть много всего интересного. Я так и понял. И все зрители поняли. Есть много морской аквариумистики. Также есть много разных фирм аквариумных. Есть рыбки. Обязательно их покажу тоже в большом количестве. Они тут присутствуют. Креветки, улитки, все также тут есть. Растения. В общем, ну, все то, что нам нравится, все то, что мы любим, все здесь присутствует. Поэтому вам осталось всего лишь взять чаек, печеньки и, конечно же, приятного вам просмотра. Вот так это выглядит. Здесь в большей части представлена морская аквариумистика. Моря, сампы, вот сразу тут все открыто, показано. Вот тут есть еще разнообразные фильтры. Сейчас я вам более подробнее покажу их. Вот смотрите, какое оригинальное решение для фильтра. Чтобы вы понимали, это угловой фильтр. Он будет занимать минимум места, но в то же время будет фильтровать воду. Согласитесь, это то, что все любят. Минимум места, чтобы занимало в аквариуме, и максимум пользы. Есть обычные эрлифты, которые мы привыкли видеть, но тут пошли дальше. Как-то вот снизу забирает, еще и сверху выдает. Через отверстие выходят. Честно скажу, не тестировал, не пользовался, ничего сказать не могу. Это впоследствии, может, знакомые друзья попробуют, либо я попробую и расскажу. Все, я так понял, печатается на 3D принтере. Ну, может, я ошибаюсь, конечно. Гамбургский фильтр, как мы называем, вот такой тоже в уголочек поставили и пользуйтесь. В общем, много-много всего интересного. Ну, самое главное, вы поняли, что я хочу вам донести, какую информацию. Вот так вот это выглядит. Видите, вот в уголочек поставили. Вот он аккуратненько смотрится. Я не знаю, вот ценника не вижу, но перед этим вам показывал. Вот сразу мы попадаем еще и к рыбкам. Рыбки красивые, но смотрите, как загорожено. И нельзя просто так сюда попасть вот близко. То есть вы все должны с расстояния рассказывать, что вам хочется, и, конечно же, приобретать. Но я думаю, вы догадываетесь, да, почему нельзя вот так близко? Потому что тут дискусы. Вот такие дискусы, красавцы. Вот тут апистограммки есть, рамирези. Есть нанокара Blue Neon, довольно-таки красивые, переливаются. Но тут все прям как на подбор, чистенькие аквариумы, все четенько, смотрится, конечно, эффектно. Ниже мы видим сомиков Коридорас Панда, рядышком у нас Родостомусы по 2,50, панды у нас по 4 евро, с мечиками тут, я так понимаю, не все хорошо, вот как-то они плавают, но не скажу, что прям такие все бодрые и здоровые. Есть, которые немножко, наверное, переживают почему-то. Также есть, смотрите, гупешки черные, какой-то подвид. Ну, вроде смотрится неплохо. И еще вот какая-то ларикария, наверное, я не знаю, не буду утверждать, но что-то такое здесь явно плавает. Как ни крути, а дискусы всегда завораживают. Вот смотришь на них и любуешься ими. Рядышком еще вот тоже дискусы. Не часто их встретишь здесь, но тем не менее имеется. Ну, у нас тоже не везде их встречаешь, поэтому дискусы такие, ребята. Тут, конечно, уже поменьше размером дискусы, но тем не менее тоже имеется. Ну и по ценникам 80-90 в основном цена. Что касается скалярий, вот скалярочки, вот им бы объем, вот если был бы у меня, вот им то, что надо. Ну, красавцы ж, а? Вообще прикольные ребята. Вот тут уже скалярии поменьше, другие эти по 6 евро, а вот предыдущие 17. Красивые скалярии. И также вот неончик есть. А вот и парни, про которых я вам говорил. Все, можете поздороваться, ребята. Вот тоже поймали свой взгляд на таком красивом аквариуме. Красное растение, вроде как пистия там какая-то, ну, красненькая и смотрится, конечно, очень так привлекательно. Вообще черный фон в аквариуме это всегда завораживающе. Креветосы, хотя вот как бы кубик такой небольшой, ну вообще тут кроха. Очередной какой-то клуб, и от клуба аквариум. Вот и предыдущий это тоже их был. Тут они, походу, по коридорасам специализируются, вообще по всякого рода самам. Потому что если посмотреть на их эмблему, то там одни самы. Да и в аквариуме сейчас. А нет, тут еще вот есть товарищи, которые также, ну, явно не самы. Какие-то смотрятся неплохо так.
ветку, я не знаю, когда это. Ее видно перед тем, как запустили, ее воткнули. Я шучу, конечно. Так, эмблемку вам. Вот тут есть еще вот их аквариум, но здесь почему-то никого нету. Ну, значит, так надо. И рядышком есть у нас море. Но море также рыбок нету, есть только всевозможные актинии, кораллы, тому подобные. Морские гидробионты. Хотя я не знаю, можно ли отнести к гидробионтам кораллы. А вот эти баночки, ребята, я вам показываю неспроста. Во время разговора выяснилось то, что здесь это морская вода внутри в них. И баночки, ну, герметичные, их можно месяц не открывать. Даже вот с такими пластиковыми растениями. Там, если присмотреться внимательно, там есть аквариумные креветки. Так вот, эти креветки, они необычные. И они живут в полуморской воде, я бы так сказал. Они называются халокоридина рубра. Я не знаю, кто-то слышал или нет. Я на всякий случай покажу вот вам то, что здесь написано, и на их условия содержания. Это типа новинку такую показывают. Я был удивлен, я вам так скажу. Помимо этого, тут также присутствуют разнообразные корма. Все для креветок. Я так понимаю, тут хоть для морских, хоть для пресных. Сейчас вообще очень много кормов. Вообще популярны креветки, видно, в связи с тем, что все-таки им много не надо места. Поставили маленький аквариум и все, и пользуйтесь. Вот даже отсаднички такие с маленькими отверстиями. Что еще мне понравилось, это вот такие крошечные сачки. Вот здесь это вообще для каких-то малюток. Вот есть побольше, вот уже и круглые есть, и прямоугольник. Это те самопалы, а здесь уже более такое фабричное. И вот здесь эти аквариумы, в которых они содержатся. Ну, как всегда, есть покупатели и тяжело подойти. В принципе, ничего особенного. Поймали креветку, отсадили вот в пакетик и сейчас будут запаковывать. Вроде как обычные тараканчики, это не содержится, не знаю. Залепили все их и все. Вот, кстати, задняя стенка это чисто поролончик, который, ну, как фильтрация у них, да? Вот оно. Улитки обычные, но ничего они так, эти креветосы как-то по-другому называются, я не знаю, честно говоря. Пользуются спросом вроде, хотя я сказал бы, что это обычные неокоридинки. Также присутствуют книжки для тех, кто любит почитать. И как видите, довольно-таки много всего печатного такого. Тут, конечно, все по-взрослому. Большое количество разнообразных кораллов, куча фишек. Ну, реально, тут люди постарались. Море тут любят очень-очень сильно. Вообще, в этот раз моря было очень много. Вернее, не было, а есть даже сейчас. Ну, посмотрите, какое количество. Ну, конечно, сейчас синий цвет не передает ничего того, что есть на самом деле. Смотрите, какое количество. Вот еще куча, смотрите, разнообразных. Ну, каких только нету. И какие цвета, формы. Ну, просто вообще огонь. А чтобы вы понимали, чтобы нормально разглядеть кораллы, я даже вот посмотрел, ребята одевают специальные очки, фильтр, и через них смотрят. Посмотрите, какое количество. Ну, тут также имеется немного коральчиков, фишек. Но я думаю, и это стоит нормальное состояние. В принципе, я думаю, машину можно купить за вот это количество кораллов. Ну, я могу ошибаться. Но тут также кораллы, причем тоже в большом количестве. Ну, посмотрите их сколько. Разные. Все под синим фоном, цветом вернее. И не особо понимаешь. Но если посмотреть без него, тут красотища. Реально вообще ого-го, эгэгэй. Разные цвета, формы, размеры. Одно удовольствие. Но в данный момент это дорого. А вот смотрите, вообще непонятная система. Если мы посмотрим туда, там вообще обалдеть, чего только нету. Тут у нас тоже присутствуют кораллы. Ну вот с ценниками даже видно. Я не силен. Дорого это, дешево. Я пока не понимаю, но я только могу любоваться, наслаждаться. Вот тоже сразу мне бросился в глаза маленький аквариум. Кубик. У него нет освещения, хотя он смотрится, в принципе, прилично. И фильтр-рюкзачок. Вроде бы ничего необычного такого, чтобы супер-пупер, но выглядит, как по мне, очень и очень так. Я его издалека увидел, мне понравился. Вот также есть еще здесь, также вот маленький кубик. Даже задняя стенка вон из мха. Ничего такого вот примечательного, но в то же время как-то так выглядит красиво. Не то, чтобы там вообще супер-пупер, но привлекательно, я бы так сказал. Вот рядом полюдариум. Вот тоже вроде как все простенько, но в то же время вот как-то кусочек природы. Прикольно. Фильтр, там ручеек какой-то течет. Ну интересно же посмотреть, классно, мне так нравится.
Тут прямо уголок кормов, заморозки, всего того, что любят наши питомцы. И также есть еще рыбки. Вот холодильники, видите, какие огромнейшие. Вот также есть тут живые корма в пакетиках. Есть тут трубочник. Вот здесь я, кстати, спрашивал у ребят из чата про трубочник и про изю. Также тут еще есть всевозможные. Все в пакетиках. Мотыль, каретра. Все здесь присутствует. Ценники, ну, в среднем до 2 евро. Но это еще не все рыбки, ребят. Наверное, основная масса находится в другом месте. Но тут есть вот эти меченосы, которых спрашивали, когда я показывал в прошлый раз на выставке. Вот спрашивали вот эти прозрачные. Вот они тут присутствуют. Из Мексики говорили, что привезли. Не знаю, они или нет. Но вот в этом аквариуме они вот присутствуют. Но они почему-то здесь уже с красными сидят. Вот еще, посмотрите. Анцики и еще какие-то прикольные рыбасики. Как по мне, очень симпатичные. Несмотря на то, что они прозрачные. Смотрятся круто. Анцики, я так понимаю, что это обычные какие-то самцы какие. Ох, тут еще вот рыбулечки. Еще вот коридоросы тут где-то проплывают, иногда появляются. Видно, тоже в кадр хотят. Вот еще прикольные товарищи. Вот здесь, знаете, что классно? Вот в Германии я встречаю много-много рыбок, у которых природная окраска, которые выглядят естественно. Сейчас уже, вот у нас в Харькове с этим были проблемы. Тут как бы присутствуют эти рыбки. Вот сторисомка, вот еще какие-то рыбки. А вот еще мне нравится. Тоже как бы они такие стайку держат, смотрятся, как по мне, очень хорошо. Я не знаю, как они косяком будут в аквариуме проплывать, не косяком. Будут держать стаю, не будут. Но на данный момент смотрятся хорошо. Вот также еще скалярии, там часть попряталась. Вот рядышком тоже анцики и еще блюнион. На голубом фоне, конечно, не ахти смотрится, но тем не менее, я скажу, что неплохо. Рядышком у нас апистограммки еще. Ой, причем, смотрите, это обычно, а вот еще какие-то черные. Я, наверное, до этого таких не видел черных ребят. Ну, либо меня подводит память. Либо где-то видел так мимолетом. Возможно, и такое, конечно. Скалярички. Вот эти скалярии мне понравились. Они прям такие взрослые, хорошие. Смотрятся классно. Вот они по совместительству живут с еще товарищами. Не знаю, кто это, но какая-то аквариумная рыбка. Вот тут я точно вас не обману. Вот так же, посмотрите. Ух, дискусы, да, сидят с апистограммами. Ну, классно, но они, правда, чуть-чуть в стрессе. Их загнали в угол. Вот они в одном углу сидят, бедолашки. И тут сидят тоже в уголку. Им явно некомфортно здесь. Очень переживают. Но рыбка сама по себе, конечно, она очень-очень классная. Смотрится круто. Тут этого не отнять. Неончик также в ассортименте. Видите, как стайкой носится. Большое количество здесь сидит. Завораживающее зрелище, да? Панды. Сомики панды. Вот в каком количестве пандочки. Вот сверху какие-то еще рыбульки тоже так хорошо смотрятся. Даже несмотря на голубой фон, смотрится, как по мне, очень-очень классно. Как вам? Нравится, нет? Тоже вот, смотрите, насколько светлые, прозрачные. Все видно насквозь, но прикольно. Смотрится потрясающе. Как по мне, здорово. Вот скалярочки тоже прикольные. И черные, и белые чисто. Как по мне, тоже неплохо выглядят. Но тоже не переживают. Второй день, наверное, они здесь находятся. Еще не адаптировались. Куча народу. Каждый хочет заглянуть. Вот еще скалярочки с коридоросами сидят. Ну и тоже тут они боятся, что-то стрессуют. Сидят там. Где-то попрятались. Вон там сзади. То ли вот штерба, да? Повылазили наперед. И родостомусы тоже тут присутствуют, красноголовые. Рыбка с красной головой тоже вот в количестве здесь присутствует. Хорошо выглядит. Много растений есть в стаканчиках. Кстати, вот сегодня меньше увидел меристемных, а больше таких, которые выращены в аквариуме и могут иметь всякие обрастания, водоросли. Также есть вот те, которые прирощены, также имеются. Всякие мхи в стаканчиках, будские. Всего достаточно много, вот если так посмотреть. Ого-го. Ну, цены, я думаю, вы так примерно хоть успеваете узреть и названия. Потому что, ну, я думаю, столько времени им уделять, думаю, особо смысла нету. А вот это, хотя, может быть, и меристемные. А я вам тут только-только сказал, что их нету. Неудобно получается.
Также много разнообразных живых кормов, как они любят, вот в таких пакетиках маленьких, все что угодно. Ну и вон еще много всяких растений. Так, также есть еще ребята с аквабирной. У них, как всегда, тут очередь, толпа, и к ним тяжело туда как-то пробиться. Они специализируются на креветках, раках, улитках. Вот это ихняя стихия, а также корма и тому подобные вещи. Вот смотрите, раки у них. Вот он ползет, дружбан. Пока еще, кстати, остался. И вот он с креветками, улитками сидит. Ну, вроде пока никого не обижает. Или кого-то уже съел, но кто-то не признается. Также тут еще разные улитки и вот желтенькие креветосы. Еще много улиток. Вот какие неокоридинки. Вот еще улиточки. Креветки Blue Dream Bernelian. Ну, там они в темноте спрятались. Где-то их там видно. Вот, смотрите, владельцы. Тут тоже вот желтые, но они там где-то попрятались, близко не подходят. Ну, это какие-то прозрачные. Тут у нас красненькие. Это, наверное, обычные неокардинки или сакура, я не знаю. Неретины также в каждом аквариуме присутствуют. Тут еще вот есть раки сидят. Также есть вот улитки. Ну и вот еще красненькие раки. И вот он еще в углу. Не часто вообще в Германии встретишь китайских производителей фирмы оборудования, но здесь они присутствуют. Есть вот Ресана, Сага, Добхин есть. Ну и всякие обогреватели, мочалки, все здесь есть. Вот как обычно мы на наших птичьих рынках видим вот то же самое и здесь. Единственное, вот смотрите, вот такие вот фишки я вижу впервые. Ну реально, сейчас вам покажу, где их применяют и для чего. Вот еще, смотрите, как я так предполагаю, это китайцы сворачивают свои коряги, дабы меньше места они занимали при транспортировке. Видите, все они свернуты. Минимум места. Ну и тут всякие краники, все что угодно. Подключайте разные размеры, выходы и пользуйтесь. Вот что хотел вам показать, это, во-первых, аэролифтный фильтр. Посмотрите, как маслает. Какой поток воды идет. Просто не каждая помпа справится. Реально очень-очень быстро вода течет. Поверх можно посмотреть. Но если мы присмотримся дальше, вот здесь есть вот такие трубки. Видите, как вода так закручивается. Вот это благодаря тому, что там стоят вот эти, как я не знаю, шнек, такие пропеллеры, я не знаю, как они правильно называются, вентили. И вот закручивает воду, и благодаря этому не слышно, говорит, воды. Также много растений. То, что мне не нравится, это то, что они выращены в надводной форме. Не все здесь под водой росли, естественно, чистые, красивые, но, как показывает практика, они, во-первых, потом внешний вид меняют, листья совсем другие получаются. И смотрите, кто меня поймал, смотрите, Саша Хойер. So, hey, hallo und herzlich willkommen auf deinem Kanal und ja, herzlich willkommen auf der Fisch und Reptil. Ich hoffe, ihr hattet einigermaßen Spaß hier, auch wenn ja, die Messe mehr oder weniger etwas downgegradet wurde, durch das, dass keine Reptilien hier ausgestellt wurden. Aber ich denke mal, die Messe hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich denke mal, du hattest wahrscheinlich auch Spaß, oder? You have fun? Ja? Почвопокровка, я не знаю, насколько редко, но присутствует. Кирилл любит еще вот эти с корнями. Я не знаю, что это, какие растения. Но вот, смотрите, вот тут, кстати, вот корни есть. Какой-то клубень. И смотрится так неплохо. Кринум и такой корень. Не видел. Кого ты книгу купил? Дианы Вальштадт. Вот. Чтобы посмотреть, то все разговаривают, а кто читал, что читал. Так что потом Костя нам расскажет. Вообще супер. Также тут вот раки еще присутствуют. Я так понимаю, карликовые болотные. Тут они по 8 евро. Последний раз, когда я в Украине о них слышал, они стоили 50 гривен. Такая небольшая разница. Ну, водичка немножко тут, конечно, мутноватая. Или это я объектив не протер пока еще. Я шучу, конечно. Вот рильки еще есть. Blue Dream нормальные такие. По крайней мере, темные. Хотя вода мутная, но темная. И вот еще кристаллы. Кристаллы тоже, ну, понятное дело, что это не самые супер, но в то же время они довольно-таки неплохо. Ну, тут все подписано, все буцефаландрочки, с названиями, с ценниками, даже размеры указаны. И мох, вот, присосочки, все примотано, привязано, и якобы уже давно оно приросло. Не знаю, не проверял, ничего утверждать не буду. Но у них так выделяется, ихний аквариум, например, так вот проходишь и мимо не пройдешь. Глаз в любом случае оторвется, сюда глянет. Там у них тоже аквариум, у них тут
чистые породы гуппи. Сейчас посмотрим, насколько чистые, мылись они или нет. Вот снизу еще маленькие у них баночки. Ну, это, наверное, как они для петушков придумали. Еще ниже есть. Ну, типа такой, знаете, там небольшую композицию сделали. Вроде как и ничего, и в то же время так вроде и необычно. Ну и ценники тоже, вот видите, оригинальные на деревяшечках тоже написали. Как оказалось, у них не только здесь гупики, но есть еще креветочки, улитки. Ну, понятное дело, что мох есть. Вот черные хорошие. Смотрится неплохо. Вот это у них Blood Mary по 3 евро. Вроде неплохой цвет. Ну, не скажу, что там сильно-сильно перенасыщен, но вроде как нормально. Ну тоже, они тут второй день, может, стрессуют еще. Внизу у них желтые креветосы, также улиточки есть, папоротник. Тут у них оранжи. Ой, а тут вообще, я бы их сразу так и не заметил. Голубые, не синие, а голубенькие, такие светлые-светлые на кирпичиках. А вот рядышком ловят рилик, тоже с неретинками содержится. Дальше там хеленки. Так, а это вот гупики. Голубенькие такие прикольные самочки. Самцы с такими здоровыми хвостами. Самочка такая вместе с самцом плывут. И вот анцики еще. Ну это так чисто, наверное, бонусом дают. Вуалевые. Вот название и ценник. Вот эти. Да, за пару. Нормально, да? А эти 25. Вот белые анцики. Сразу бросились в глаза. Черные гупики. Вот реально черные-черные. Что самочки, что самцы. Но самцы вообще они такие black. Самочки, если еще там более можно где-то графитовому, там серому что ли отнести, то самцы тут вообще чернющие. Тут вопросов нету. Черная Москва вот 18 евро пара. Чернее тяжело найти, чем эти ребята. Тут, конечно, у этих хвосты вообще необычные. Вначале я думал, подрали их. Ну нет, смотрю, это не один такой. Видите, у них одинаковая, так сказать, подранность. Поэтому не может быть, что это так кто-то сделал. Анцики 144 тоже присутствуют. Хорошо смотрятся в аквариуме. Вот еще какие-то синенькие, синевой. На зеленом фоне вот их лучше видно. Вот когда на черном, оно, конечно, сливается немного. Есть вот еще самы. Вот тот спрятался на той стенке, вот там сидит тоже и под коряшкой. Вот тоже интересные губики. Смотрится хорошо. Вот их на черном фоне их намного лучше видно, чем синих на черном фоне. Реально там вообще плоховато. Как вам такое удовольствие? Но эти подешевле, 12 евро. Это какие-то эндлера, тигры, наверное. Мелкие-мелкие. И еще тут номерные где-то содержатся 25-е, если верить надписи. Вот еще коридоросы, есть и лазеры, и вот и не лазеры, какие-то просто, наверное, альбиносы. О, креветка мана, походу она, судя по размерам. 10 за 200 евро. Ну, теперь поближе посмотрим на этих ребят. Ну, очень красиво. Прям любо-дорого глянуть. Очень хорошо так смотрится. Все зеленое. На зеленом фоне вот красное, это вообще супер. Все очень классно выглядит. Круто.